Всем привет! Хочу рассказать об Android TV приставке Xiaomi TV Box S третьей модификации. Забегу наперед, эта приставка оказалась привлекательной по своим характеристикам и цене, которую просят за нее. Можно найти в районе 6000 рублей. Это уже не первая TV-приставка, которая попала мне в руки. Предыдущая приставка была X96Q. Кстати, обзор на нее есть у меня на канале. Там я рассказал о работе этой приставки и о подводных камнях, с которыми я столкнулся в процессе эксплуатации. Рекомендую посмотреть, если еще не видели. Но вернемся к приставке от Xiaomi. Упакована приставка в компактную яркую упаковку, на которой изображена сама приставка и основные характеристики, чтобы завлечь потенциального покупателя. Упаковку я уже распаковал давно, просто покажу комплектацию и саму коробку. В комплекте сама приставка, пульт управления и кабель HDMI. Сама приставка выглядит аккуратно, плоская со скругленными углами. На задней стенке разъем USB-A, HDMI, разъем для подключения блока питания. Приставка оборудована 4-ядерным процессором, 2 гигабайтами оперативки и 32 гигабайтами флеш-памяти, Wi-Fi 6 и Bluetooth. Данная приставка Ростест. На пульте отсутствует программная кнопка YouTube, но есть кнопки приложения Wink, Rutube и другие. На пульте нет цифрового блока. Но это не беда, так как есть микрофон, встроенный прямо в пульт. Пульт подключается к приставке по Bluetooth со всеми вытекающими плюсами, такие как относительно долгая работа от батарейки, а также отсутствие необходимости направлять пульт непосредственно на приставку. Инфракрасного датчика на пульте нет. Но при этом заметил, что приставка не сразу реагирует на нажатие на пульте. Может, это брак пульта, в моем случае, возможно, что-то еще. Не всегда это бывает, и скажу наперед, что это, пожалуй, единственный недостаток, с которым я столкнулся. Интерфейс приставки простой и похож на любое меню Android приставки и телевизора с Android и Google TV. Разобраться в нем обычному пользователю не составит труда. При первом подключении приставка предложит привязать пульт. Все происходит интуитивно и транслируется на экран устройства, к которому вы ее подключаете. Работает приставка быстро, без зависаний и подтормаживаний. Есть много настроек по улучшению картинки и звука. Wi-Fi работает стабильно и быстро. При тесте скорость доходила до 150-200 Мбит в секунду. Для трансляции видео с запасом, даже при 4К. Для подключения наушников можно использовать Bluetooth. Работает тоже хорошо, не придерешься. После связки Google аккаунта можно скачать разные приложения из Google магазина. Но не все приложения доступны. Некоторые придется ставить через APK файл или удаленно через ПК с помощью сайта Google магазина. Нужно только зайти на него под той же учеткой, что и на приставке. По прошлому опыту использования Android приставок могу сказать, что данная приставка по умолчанию без root прав, то есть ее прошивка не модифицирована и, надеюсь, без бэкдоров. Игры на данную приставку я умышленно не стал ставить и тестировать, так как это не имеет смысла, но протестировал приложение для облачного гейминга VK Play. У меня есть на канале обзор на этот сервис, если будет время, обязательно посмотрите. Интересная альтернатива игровому ПК. Эта приставка вполне сносно воспроизводит видеопоток от этого сервиса. На видео, конечно, получилось не очень плавно, так как я захватывал картинку через приложение, тратя ресурсы процессора и оперативки самой приставки, но при игре вполне плавная картинка играть можно. И это не просто игры для Android, а именно AAA проект. Но вы должны понимать, что для этого требуется лицензионная копия игры и, соответственно, подписка на сервис VK Play Cloud. По итогу приставка мне понравилась. Она обладает мощным процессором, достаточным количеством оперативки, всеми нужными беспроводными интерфейсами. И что самое главное, по демократичной цене. Спасибо, что досмотрели видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Так вы мотивируете на новые видео. Всем пока!